Красивые, всем привет! Я Алина Галин, и вы на моем YouTube-канале Trend Division. Сегодня мы поговорим про такую тему, как быть и выглядеть более ухоженной, презентабельной и красивой каждый день. Да, обычно мы разбирали такие вопросы с точки зрения одежды, именно фасонов, какие цвета больше подходят, какие модели больше подходят, длина, обувь, аксессуары и так далее. Но сегодня мы с вами поговорим именно про другую часть, про другие компоненты, которые влияют на восприятие вас, окружающими вас людьми, и на формирование именно более ухоженного, приятного и красивого образа. В целом мода, стиль, привлекательный внешний вид — это все формирует наш социальный статус. То, как воспринимает нас общество, как воспринимают нас наши друзья, коллеги, семья и так далее. Возможно, кто-то скажет: Нет, мне без разницы, что обо мне думают окружающие, другие люди и так далее». Возможно, такие люди существуют, и это тоже окей. Перед началом хочу проговорить, что восприятие вас другими людьми в первую очередь формируется на основе того, а как вы воспринимаете себя, принимаете ли вы себя. У каждого из нас есть определенные характеристики, к которым мы стремимся, которыми мы хотим обладать. Считаете ли вы себя красавицей? Считаете ли вы себя умницей? Считаете вы ли себя экспертом в какой-то области, в которой вы хотите быть экспертом? Ответы положительные на все эти вопросы как раз-таки влияют на то, как вы воспринимаете себя. И именно эту энергетику и ваше восприятие также обязательно считывает и окружающее общество. Выглядеть красиво и ухоженно в первую очередь это именно про состояние души. А как мы можем еще больше усилить вашу привлекательность и красоту, мы как раз таки и поговорим прямо сейчас. И первый пункт — это здоровье. Здоровье у нас формируется на основе того, правильно ли мы питаемся, достаточно ли мы спим, испытываем ли мы не слишком высокое количество стресса, когда вырабатывается такой гормон, как кортизол. Получаем ли мы достаточно радости? Здесь мы тоже говорим про гормоны радости, такие как дофамин, серотонин, окситоцин, например. И, соответственно, это все влияет на наше здоровье. А здоровье непосредственно влияет на то, как мы выглядим, на наши ногти, на наши волосы, на нашу кожу. Не думаю, что открыла вам сейчас Америку, но в целом хочу дать вам несколько рекомендаций, если вдруг вы не знаете, как контролировать количество пищи, которую вы кушаете, например, если вы переедаете, или, например, если вы не можете наладить свой сон, или считаете, что это вообще не важно, и я могу ложиться спать в любое время, вставать в любое время, я в любом случае всегда выгляжу как огурчик, и не важно, что мне пока что всего лишь 18. Чтобы не переедать или, например, сбросить лишний вес, вы можете пользоваться специальными приложениями. Лично я, например, чтобы контролировать потребление калорий за день, пользуюсь приложением, оно называется Yazio. Оно достаточно удобно, я установила себе его на смартфон, там можно регулярно отслеживать, сколько калорий я ем, сколько воды я пью, сколько физических упражнений я делаю, сколько калорий я при этом сжигаю. Лично мне такой формат очень удобен. Возможно, кому-то будет энергозатратно записывать каждый раз ту еду, которую вы съели в виде калорий, но на самом деле там достаточно все удобно, понятно, вы можете просто штриховать штрих-код какой-то пачки, например, там печенье, если вы съели, и просто вводить вес, сколько вы съели. Это очень удобно, вы можете ставить себе цели, например, на похудение, или просто отслеживать то, сколько вы потребляете еды в день. Таким образом, как раз-таки за счет этого приложения вы сможете понять, а я переедаю или я не доедаю и так далее. И таким образом сбалансировать ваше питание. Конечно же, по вопросам питания можно обращаться к специалистам, диетологам, нутрициологам и так далее. Но это, естественно, как говорится, up to you, на ваше усмотрение. Кому интересно это приложение, я обязательно оставлю ссылку в описании немножечко пониже, чтобы вы могли его потестировать, посмотреть, будет ли вам комфортен и удобен такой формат. Может быть, вы им уже пользуетесь и дадите какую-то обратную связь по тому, а как вам это приложение в использовании. Что касается сна, а сон очень сильно влияет на все наши жизненно необходимые процессы, на достаточное количество сна, то, соответственно, здесь у нас есть один секретик. Наш организм очень любит, когда мы ложимся и встаем в одно и то же время. То есть наш организм любит постоянство. На самом деле я об этом узнала не так давно, буквально, наверное, года 3 назад. И когда я, например, еще училась в университете, то для меня было нормально лечь где-нибудь в 3 часа утра, потому что не хочется спать мне еще в 12 и так далее, и проснуться где-нибудь очень поздно, с 11 плюс и так далее. И зачастую я чувствовала
чувствовала себя разбитой. Но затем одна моя хорошая знакомая рассказала как раз-таки про привычки, про то, как работать с собой, со своим иммунитетом, как поправить свое здоровье. И, конечно же, там тоже был пункт про сон, которым я с вами сейчас и делюсь. Нашему организму, еще раз повторюсь, очень важно, чтобы мы ложились и вставали в одно время. Это очень сильно влияет на здоровье. Поэтому здесь очень важно привить эту привычку. Как можно сделать это легко? Например, как это сделала я. Чтобы какая-то привычка у вас вошла в вашу стандартную колею, нужно сделать из нее рутину. Что это значит? Это значит, что каждый день вы должны без пропусков обязательно это делать. Наверняка слышали, что есть разные методологии, что привычка формируется 3 недели и так далее. Кто-то говорит, что 40 дней формируется привычка. Но в любом случае нужно начать. Нужно заставить себя привыкать ложиться в одно время и вставать в одно время. Например, если вы поставите себе привычку ложиться спать регулярно в 23:00, а вставать, например, в 8 утра. Соответственно, чтобы превратить это желание в привычку, вам нужно ставить, например, себе какие-то напоминания или попросить вашего мужа, жену, подругу, молодого человека напоминать вам, что через полчаса пора идти спать, или ставить напоминания, будильники и так далее. Поэтому это будет работать. Самое главное, чтобы вы придерживались этого. Видите, что через полчаса вам нужно спать, готовьте заранее ко сну и ложитесь. То есть если вы сделаете такую привычку вашей рутиной, то это будет для вас так же естественно и комфортно, как, например, ходить на прогулку каждый день или завтракать, если, конечно, это входит в ваши ежедневные привычки. Также, что касается именно здоровья, то здесь вы можете проходить ежегодные чекапы организма. Также можете, например, сдавать раз в полгода анализ крови, чтобы проверять витамины, холестерин и другие важные компоненты, за которыми важно следить. Итак, мы передвигаемся ко второму пункту и начинаем мы с макушки, начинаем именно с волос. Волосы должны быть у нас чистые и уложенные. Если про чистоту волос все и так понятно, что если мы выходим с супер грязными сальными волосами, то, естественно, люди будут на нас обращать внимание, но, к сожалению, не в том ключе, в котором хотелось бы. И явно это не будет ассоциироваться со словом презентабельность. Поэтому волосы должны быть у нас чистые. Что касается второго пункта, это именно укладка. Например, у меня есть знакомые, которые считают, что вообще слово укладка связано именно салоном красоты, когда парикмахеры тебе профессионально укладывают волосы, это выглядит супер классно и красиво. Да, это и правда выглядит супер классно и красиво, но для того, чтобы сделать укладку, на самом деле нужно минимально инструментов домашних, которые наверняка есть у каждой из вас, и также не так много времени. Давайте как раз-таки про это и поговорим. Итак, какие инструменты нам нужны для того, чтобы можно было делать на ежедневной основе простые, но красивые укладки? Во-первых, это две расчески. Одна простая, другая круглая. Нам нужна одна резинка, если вы любите забранные волосы. Также нам нужен фен обычный и нам нужен выпрямитель. Если вдруг у вас есть еще и плойка, то это тоже очень классно и вам поможет. Итак, вариант укладки номер один – это когда вы используете фен и круглую расческу. С помощью круглой расчески мы можем создавать на волосах мягкие объемные волны. Чем крупнее у вас будет расческа, тем, соответственно, более крупные будут волны. Для чего еще нужна эта расческа? Для того, чтобы создавать прикорневой объем. Например, я пользуюсь круглой расческой, когда сушу волосы, для того, чтобы создать прикорневой объем у волос. То есть, чтобы они не казались сильно прилепленными к голове. Я знаю, что у разных девушек разная структура волоса, разные типы волос. У кого-то волосы сами по себе достаточно сильно прилипают к голове, у кого-то наоборот, естественно, прикорневой сильный объем. Но в любом случае вы можете воспользоваться этой объемной расческой, чтобы создать именно прикорневой объем, чтобы волосы у вас казались более густые, более пышные. И можно сделать вариант мягких волн. Если, например, вы любите прямые волосы, то можно закруглить чуть-чуть лишь низ прядок, для того, чтобы они выглядели более ухоженными и более красивыми. Второй тип укладки, и здесь мы будем использовать обычную расческу и резинку для волос. Но такой тип укладки, возможно, не подойдет девушкам, которые не любят забранные волосы или по типу лица они им не идут. Поэтому здесь тоже все индивидуально. Например, я не любитель выходить на улицу с распущенными волосами, потому что когда ты выходишь, у меня волосы достаточно длинные, ветер начинает их трепать в разные стороны, они пушатся, спутываются, и в целом мне не очень комфортно, потому что они лезут в лицо, и это занимает у меня достаточно много энергии.
резинки. Поэтому я предпочитаю, в целом по моему типу лица мне идут забранные волосы, поэтому я обожаю пользоваться резинками, и когда выхожу на улицу, если вдруг вы меня встретите, то, скорее всего, я буду именно с забранными волосами. Также, например, у меня есть с университета знакомая, которая, наоборот, никогда не выходит из дома с забранными волосами. Вот такая у нее особенность, в целом, как и у меня, только наоборот, но она может забрать волосы только дома, например, если будет мыть полы для того, чтобы они не лезли ей в лицо и не мешали. Но в целом для нее выход на улицу обязательно сопряжен с тем, что у нее должны быть распущены красивые волосы. Но в целом этот формат укладки я точно вам должна порекомендовать, потому что он простой и очень быстрый. Итак, первый формат некой укладки с помощью резинки – это конский хвост. Конский хвост – достаточно высокий хвост, особенно если у вас длинные красивые волосы, это будет смотреться замечательно. Я, например, когда делаю конский хвост, еще могу саму длину заплести в косу, и получается конская коса, по-другому не скажешь. Выглядит тоже очень красиво. Главное, чтобы резинки у вас были не какие-то объемные, а классические, желательно под цвет волос, чтобы их было не так сильно заметно. Например, есть еще парикмахерские резинки, они делаются из, возможно, силикона или резины, точно не уверена, но, возможно, вы их видели. Они достаточно маленькие, можно подобрать либо прозрачно, либо под цвет волос. Это именно если мы говорим на кончик косички, то, соответственно, будет выглядеть еще более красиво, как будто коса у вас держится сама по себе без резинки. Также, например, еще можно делать так называемые гульки. Я думаю, что называют их по-разному, и, кстати, они могут выглядеть абсолютно по-разному. То есть можно накрутить какую-то битую, распущенную гульку, она будет выглядеть некрасиво, как будто бы, не знаю, вы там собрались мыть пол. Такое тоже бывает, но, естественно, это зависит от формата исполнения. Можно гульку делать и высокую, можно делать и низкую. Даже знаменитости делают эти гульки на какие-то специальные выходы, и смотрится отлично. Какая здесь может быть рекомендация, когда мы обычно забираем волосы, особенно если мы их недавно помыли, то вполне вероятно, что у вас будут небольшие пушинки вылезать на голове, то есть растут новые волосы, либо, может быть, волос пористый, да, возможны различные ситуации. Поэтому здесь вы можете использовать специальные фиксирующие гели или есть восковые стики, очень удобные для волос, для того, чтобы эти излишние пушинки можно было убирать. Так вы гораздо будете смотреться презентабельнее, более аккуратно и красиво. Ну и третий формат укладки из простых и достаточно быстрый – это использование либо выпрямителя, еще его называют утюжком, либо использование плойки. Если мы говорим про утюжок, то мы можем выпрямителем выпрямлять волосы, особенно это красиво смотрится, когда длина волос ровная, аккуратная, волосы густые, смотрится очень красиво и очень аккуратно и презентабельно. Также на выпрямитель, как бы абсурдно это не было, но наверняка вы знаете, мы можем делать и кудри. Достаточно быстро, аккуратно и красиво. Кудри будут не слишком крупные, как правило, но в целом будет создаваться такой более женственный и романтичный образ, причем на каждый день, и это не занимает много времени. Если вы любите кудри покрупнее, то можно здесь воспользоваться плойкой, например, как сегодня воспользовалась ей я, и создала вот такие вот прекрасные, объемные и красивые кудри. И кудри можно делать как и на вечерние образы, так и на повседневные. Когда мы говорим про волосы, еще очень важно поговорить именно про кожу головы, потому что за ней тоже важно ухаживать и следить, чтобы наши волосы были более здоровые, более красивые. Естественно, вся наша красота и кожа, и волосы, и ногти – это в большей степени зависит от нашего ЖКТ. Но все-таки мы должны с вами воздействовать и на саму кожу тоже, поэтому здесь важно правильно ухаживать за кожей головы. Например, можно использовать шампунь со скрабами, либо отдельно просто скрабы, мягкие, которые будут нежно отшелушивать вашу кожу от лишнего себума. Если, например, вы пользуетесь различными средствами, такие как пенки, может быть лаки, может быть структурайзеры, все, естественно, это распыляется и наносится непосредственно на волосы, конечно же, попадает и на кожу головы. Поэтому важно вовремя отшелушивать кожу головы благодаря скрабам, например. Они есть в различных вариантах, и отдельно скрабы, и бывают шампуни со скрабами и так далее. Это все помогает очистить вашу кожу головы, чтобы ей легче дышалось, чтобы она лучше себя чувствовала и, соответственно, чтобы ваши волосы росли еще лучше. Но здесь тоже важно проговорить, что про любой уход и про общее здоровье, и про волосы, и про кожу, и про все остальное, если у вас есть какие-то особенности кожи, например, то важно здесь обращаться к специалистам. Если мы говорим про кожу головы, то, конечно же, мы здесь говорим про трихологов. Если, например, у вас есть перхоть, либо какие-то другие проблемы, то лучше обратиться к специалистам, которые посмотрят точно вашу проблему и индивидуально под вас подберут тот уход, который вам точно поможет.
Ну что, вот мы и проговорили про основные моменты, как быть и выглядеть более ухоженной, презентабельной и красивой на ежедневной основе. Обязательно делитесь в комментариях, какие советы вам понравились, какими вы пользуетесь, или, может быть, у вас есть какие-то свои секретные секреты, которыми вы с радостью с нами поделитесь. Обязательно подписывайтесь на этот канал, чтобы не пропустить другие полезные и модные советы. С вами была я, Алина Галин. Вы были на моем YouTube-канале Trend Division. Будьте красивы и любите себя.